Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Сегодня хочу вам показать очередной несложный оригинальный узор крючком вот из такой вот интересной блестящей пряжи. О пряже расскажу в конце видео. Ниточка не очень толстая, но не совсем и тоненькая. Крючок у меня сегодня будет троечка. Смотрите, вот номер 3. Вы, в свою очередь, берете свою пряжу, правильно подбираете под нее крючок, чтобы у вас все получилось. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. В принципе, все понятно. Она даже немножко разноцветная, увидите, да? Кто умеет работать со схемками, работайте уже самостоятельно. Кто еще пока не умеет, повторяйте за руками, и у вас обязательно все получится. Ну что, свяжем? Итак, смотрите, раппорт сегодняшнего узорчика составляет 16 петелек плюс 1. Получается, давайте, чтобы показать всю прелесть узорчика, я наберу 3 раппорта. Это получается аж 48 петелек и одну дополнительную, итого 49. Ну, а вы набирайте столько, сколько вам будет необходимо. Итак, вначале все как всегда. Делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 49 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 49. Вот такой вот получается у нас длинный образец. Но не забывайте, что в процессе вязания у нас получится такой вот зигзаг, и узорчик нас, естественно, как бы немножечко так сузится. Итак, что делаем дальше? Повторяйте. Делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки столбик с накидом. Есть. Далее накид. В следующем порядку петельку цепочки точно так же провязываем столбик с накидом. Накид по порядку в следующую петельку столбик с накидом. Мы вот эти первые 3 петельки, имитация столбика с накидом, пока как бы не считайте, считаем столбики. Раз, два, три. Дальше в следующую петельку провязываем 4 столбик с накидом. Далее 5 столбик с накидом. Далее 6 столбик с накидом и 7. Как только вы провязали 7 столбиков с накидом, это как бы подъем нашей волны, в следующую петельку цепочки вы провязываете 3 столбика с накидом. Итак, первый столбик с накидом, накид, сюда же опять вернулись в эту же петельку, провязываем второй столбик с накидом. И сюда же в эту же петельку провязываем третий столбик с накидом. Все, это как бы верхушечка нашей волны. Теперь будем опять спускаться. Накид. По порядочку провязываем столбики с накидом и считаем. Итак, первый столбик с накидом. Далее второй столбик с накидом. Далее третий столбик с накидом. Четвертый. Далее у нас идет пятый столбик с накидом. Кому быстро, ставьте на паузу, либо в настройках своего YouTube, да, можете поставить скорость, которая вам удобна. Шестой столбик с накидом. И теперь будьте внимательны. Накид. В следующую петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп, держим на крючке, не провязываем. Накид. Смотрите, одну петельку пропустили, и в следующую петельку мы провязываем точно так же накид, 2 петельки стоп. И вот теперь все 3 петельки на крючке провязали таким вот образом. У нас получается с вами, мы провязали вот после наших 3 столбиков 6 столбиков с накидом, а 7, видите, мы провязываем вместе с общей верхушкой со следующим столбиком. Теперь у нас опять начинается подъем. Так, вот как мы с вами только что провязывали подъем. Здесь у нас с вами было 7 столбиков, помните, да? Первый вот мы уже провязали, дальше будет 6 столбиков. Математика понятна, да? Все, считаем. Вот наш первый, второй,
Дальше идем, провязываем 3, 4, то есть ничего сложного, в каждую петельку шагаете. 5, раз, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Как только 7 столбиков провязали, мы опять делаем в одну петельку 3 столбика с накидом. Раз, сюда же в эту же петельку второй столбик с накидом, и сюда же в эту же петельку провязываем 3 столбик с накидом. То есть у нас начинает формироваться вот такой вот зигзаг. Видите? Вот мы поднялись, опустились, поднялись. Сейчас будем опускаться. Итак, провязываем 6 столбиков с накидом по порядочку в каждую петельку цепочки. Не пропускайте. Раз, в следующую петельку 2, в следующую петельку 3, в следующую петельку 4, в следующую петельку 5, в следующую петельку 6 и последний 7 столбик, да, помните, как мы провязываем? Смотрите, опять накид, в петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп, накид, одну петельку пропустили и в следующую петельку нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки стоп, и вот теперь 3 петельки вместе. Получается 2 столбика с накидом с общей верхушкой. И дальше опять начинается подъем. Поняли, да? Все. И вот так вот вы провязываете на всю длину вашей цепочки вот такие вот волны-зигзаги. Несложно, несложно. Схемка перед вами. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, вот уже формируется наш зигзаг. Подъем, спуск, подъем, спуск, подъем. И заканчиваем наш ряд спуском, да? Итак, вот я, получается, провязала после 3 столбиков 6 столбиков. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Как мы заканчиваем ряд? Накид, 7 столбик нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки стоп, накид, и вот в последнюю петельку, ничего не пропускаем, поняли? В последнюю петельку нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп, и теперь все 3 петельки вместе. Раз, все, ряд наш закончен. Далее воздушная петелька, поворот, сюда же в верхушку этого же столбика нырнули и провязали столбик без накида, 2 петельки вместе. В следующий по порядку столбик, вот, шагаем по верхушечкам. В каждую верхушку вы провязываете столбик без накида. Ничего пропускать не надо, ничего дополнительно провязывать за одну верхушку не надо. Просто шагаете, просто по всем столбикам, и в каждый столбик провязываете столбик без накида. Вообще несложный ряд, можете его спокойно провязывать, ничего считать, повторюсь, не надо, ничего пропускать не надо. Все, и вот так вот шагаете до конца ряда. И там, где у нас на верхушке были 3 столбика, провязывайте 3 столбика без накида. И там, где у нас, получается, как бы в низинке были 2 столбика с общей верхушкой, вы просто провязываете 1 столбик и все. Вот видите, шагаем, шагаем, шагаем. Так, и вот наша верхушечка. Видите, 2 столбика с общей верхушкой. Мы сюда провязываем 1 столбик без накида. И все, и пошли дальше. Самое главное, ничего лишнего не провяжите и ничего не пропустите. Все. Вот такой вот ряд. Столбики без накида до конца ряда. Самый легкий ряд. Все, давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики без накида готовы. Все ровненько, аккуратненько. И приступаем к следующему ряду. Итак, 4 петельки подъема. Будьте внимательны. Раз, 2, 3, 4. Поворот. Теперь, смотрите, делаем 2 накида. Возвращаемся к нашему первому столбику. Нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Получился столбик с 2 накидами. Теперь, смотрите, 2 воздушные петельки. Раз, 2. 2 накида. Вернулись опять в первый столбик. Нырнули, вытянули ниточку. Провязываем по 2 петельки. 2, 2, стоп. Дальше не провязываем, держим петельки на крючке. Еще раз 2 накида, вернулись сюда же к первому столбику, нырнули, вытянули рабочую ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. Опять держим на крючке, дальше не провязываем.
Еще раз 2 накида, третий раз, да, нырнули, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, стоп. А теперь все петельки, которые на крючке, да, 3 от столбиков и петелька, которая была, мы провязали за один раз. Итого у нас получается 3 столбика с 2 накидами с общей верхушкой. Идем дальше. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Перепрыгиваем все наши столбики, доходим вот. Помните, у нас здесь были 3 столбика. Вот. И мы беремся именно за второй столбик. Вот. Как ориентир 1, 2, 3. Над ними получается у нас столбики без накида. 1, 2, 3. Вот за центральный столбик взялись и провязываем здесь столбик без накида. Все. Красота. Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Опять перепрыгиваем все наши столбики. Здесь мы доходим до столбика. Помните, у нас здесь были 2 столбика с общей верхушкой. И над ними вот столбик без накида. Беремся за этот столбик, нырнули, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, стоп. Держим на крючке. 1, 2 накида. Нырнули опять сюда же. Точно так же провязываем по 2 петельки 2 раза, стоп. Держим на крючке. И третий раз сюда же нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп. А теперь все петельки провязали вместе за один раз. Раз. И у нас с вами получается опять 3 столбика с 2 накидами с общей верхушкой. 2 воздушные петельки. 1, 2. И точно так же сюда провязываем еще точно такие же 3 столбика с 2 накидами. 1, 2. Нырнули именно в этот же столбик. И начинаем провязывать 2 петельки, 2 накида, сюда же 2 петельки, 2 накида, сюда же 2 петельки, 2 петельки. Теперь все петельки на крючке провязали вместе. Раз, есть, как бы листик, листик. 2 воздушные петельки, 1, 2, и точно так же провязываем третий листик. 2 накида и опять в этот же столбик провязываем столбики с 2 накидами не до конца. Первый столбик, сюда же второй столбик и сюда же третий столбик. Кому быстро, повторюсь, вы можете нажимать на паузу, либо в настройках YouTube делать непосредственно скорость, которая вам будет удобна. Все вместе провязали. Смотрите, у нас получается, видите, вот такие вот 3 лепесточка. В начале ряда у нас получается полноценный один лепесточек и половинка второго. Поняли, да? Все. И дальше опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Перепрыгиваем все наши столбики. Вот, поднимаемся там, где у нас были 3 столбика с накидом. Над ними 3 столбика без накида. И в центральный вот второй столбик из 3 мы провязываем столбик без накида. Поняли? Все. И вот так вот шагаете до конца ряда. Не сложно? Я думаю, нет. Давайте теперь самостоятельно. Схемка перед вами. Я вас встречу в конце ряда. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот такая красота у нас получается. И как мы заканчиваем наш ряд. Он будет точно такой же, как и начало. Так? То есть один лепесточек у нас будет полностью провязан, 3 столбика с 2 накидами. Далее делаем 2 воздушные петельки, 2 накида. И вот сюда же в последний столбик предыдущего ряда мы провязываем 2 петельки, стоп. 2 накида, сюда же нырнули, провязываем 2 петельки, стоп, и все. На этом заканчиваем, провязали все вместе, ряд наш закончен. Понятно? Далее смотрите, 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот, накид, сюда же в верхушку получается вот этих 2 столбиков мы провязываем столбик с накидом. Далее смотрите. Там, где у нас арочка из 2 воздушных петелек, мы в эту арочку нырнули и провязали 2 столбика с накидом. 1, сюда же 2. Есть. Дальше, там, где верхушка вот наших 3 столбиков с 2 накидами, верхушечку нырнули и провязали столбик с накидом. Дальше у нас идет арочка из 4 воздушных петелек. Мы сюда провязываем 3 столбика с накидом. Сейчас покажу, смотрите, 1, сюда же 2, сюда же 3, а 4 столбик, смотрите, как провязываем. Нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, накид,
Перепрыгиваем наш столбик без накида предыдущего ряда и в следующую арочку нырнули, провязали 2 петельки стоп, и вот здесь получается 2 столбика с общей верхушкой. Оп, помните? Мы с вами точь-в-точь провязывали вот в нашем первом ряду, но здесь получается смещено в шахматном порядке. И все. И опять же, вот у вас здесь арочка из 4 воздушных петелек. Первый столбик уже провязан, осталось 3 столбика. То есть сколько петелек, столько столбиков. Второй столбик сюда же. Третий столбик сюда же. Четвертый столбик. Теперь верхушка вот наших получается столбиков с 2 накидами. Беремся за верхушечку, провязываем столбик с накидом. Арочка из 2 воздушных петелек, в нее 2 столбика с накидом. Ну, поняли математику, да? Ничего сложного. Вот. А теперь смотрите, верхушка вот центрального нашего лепесточка, вот, мы в нее провязываем 3 столбика с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3. Поняли, да? Точно такие же столбики мы с вами провязывали вот в первом ряду. Просто здесь они у нас смещены в шахматном порядке. А так все то же самое. Опять спускаетесь. 2 столбика с накидом, столбик с накидом. Здесь получается 3 столбика с накидом, а 4 провязываете вместе с первым следующей арочки. Поняли? Все, и все то же самое. Не сложно, не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, какая красота у нас получается. Смотрите, какая особенность. Я в данном случае провязывала в арочке, да, столбики с накидом в арочке. Но в многих видео я рекомендую в арочке провязывать столбики, смотрите как, вот именно в петельку от каждой арочки. В данном случае у меня пряжа тоненькая, и я как бы не стала провязывать каждую петельку. Вообще-то это долго, да, и для глаз сильно напряжно. Если у вас толстая пряжа, попробуйте обязательно, провяжите не в арочку, а именно в петельку. Будет намного аккуратнее, намного красивее. Да, чуть медленно процесс пойдет, но зато будет красиво. Итак, как мы заканчиваем наш ряд? Вот в арочку провязали 2 столбика. И теперь смотрите, накид. Здесь у нас получается, как бы были 2 столбика, да? 4 петельки подъема и столбик. То есть 4 петельки, имитация столбика с 2 накидами. Беремся вот за верхушечку и в эту верхушечку провязываем 2 столбика с накидом. Раз. И сюда же 2. И на этом наш ряд закончен. Все. Дальше воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. И теперь шагаем точно так же, как мы провязывали с вами второй ряд нашего узорчика. Вот здесь, вот помните? Весь ряд столбиками без накида. То же самое и здесь. Весь ряд вы провязываете столбиками без накида. Ничего не прибавляете, ничего не убавляете, ничего не перепрыгиваете. Просто столбик есть с накидом, значит над ним будет столбик без накида. Все. Столбик с накидом, над ним столбик без накида. Все. Вот у нас, помните, 2 столбика с общей верхушкой. Здесь будет 1 столбик без накида. И все. И пошли дальше. Все то же самое. Понятно? Повторяем второй ряд нашего узора. Просто он смещен в шахматном порядке. Все. Ничего сложного. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, красота наша еще чуть-чуть подросла. Да, на 1 ряд столбиков без накида. Все ровненько, аккуратненько, ничего сложного. Далее смотрите, что мы делаем. Воздушную петельку подъема, поворот. Сюда же верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Есть. Теперь 4 воздушные петельки. Раз, 2, 3, 4. 2 накида. И вот получается у нас как бы опускается, да, наша волна, зигзаг. И мы шагаем вот до верхушки наших 2 столбиков. Над ними столбик без накида. И вот этот столбик ныряем и провязываем те самые наши 3 лепесточка. Поняли? Опять сместили в шахматном порядке. Итак, 3 столбика с 2 накидами с общей верхушкой. Вяжу быстро, потому что вы уже это провязывали, вы уже это знаете. И вместе провязали, общая верхушка. Есть. Дальше 2 воздушные петельки. Раз, 2. Точно так же второй лепесточек провязываем. 2 накида. Сюда же верхушку этого же столбика ныряем и провязываем по 2 петельки. Раз. Сюда же по 2 петельки 2. И сюда же по 2 петельки 3. Теперь все столбики провязали вместе общей верхушкой. Раз. Видите, у нас уже 2 листика. 2 воздушные петельки. Раз, 2. И сюда же провязываем 3-й наш листик.
Раз, 2 накида, сюда же 2, 2 накида, сюда же 3. И теперь все петельки провязали вместе. Вот получается, видите? Вот наши 3 лепесточка. Теперь 4 воздушные петельки. Раз, 2, 3, 4. Перепрыгиваем все наши столбики. Вот там, где у нас были 3 столбика с накидом. За центральный второй столбик, над ним столбик без накида. Мы беремся и провязываем столбик без накида. Все, поняли? То есть мы с вами уже так провязывали. Вот он наш ряд с лепесточками. Здесь все то же самое, просто смещен в шахматном порядке. А так ничего сложного. Все, самостоятельно до конца ряда у вас получится. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот красота наша растет. Вот такие вот у нас листики получились. И как мы закончили ряд. Вот 4 воздушные петельки. И в последний столбик без накида предыдущего ряда провязали столбик без накида. Все. Идем дальше. 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот, накид. И вот получается наша арочка из 4 воздушных петелек. В ней будут 4 столбика с накидом. Раз, 2, 3, 4. Дальше. Вот верхушка нашего лепесточка, листика. В нее тоже будет столбик с накидом. 1. Арочка из 2 воздушных петелек. Здесь будут 2 столбика с накидом. Мы уже так с вами провязывали. Так. Далее центральный лепесточек. В него провязываем 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. Все. И теперь обратно спускаемся. Там, где арочка из 2 воздушных петелек, 2 столбика с накидом. Раз. 2. Там, где последний наш лепесточек, да, в арочку провязываем, в верхушечку, вернее, 1 столбик с накидом. И дальше у нас 4 воздушные петельки. 3 столбика с накидом мы провязываем полностью. Раз, 2, 3. Помните, да, как провязываем 4? Накид, 4 столбик. Провязали 2 петельки, стоп. Накид и перепрыгнули в следующую арочку. Там будет 1 столбик. И у них общая верхушка. Оп, и все. Поняли? Все, и вот так вот вы провязываете до конца ряда. Смотрите внимательно. Вот этот наш последний ряд, который мы провязываем, это и есть самый первый ряд. Поняли? То есть раппорт узорчика, смотрите, столбики с накидом, столбики без накида, листики. Потом пошли опять столбики с накидом, столбики без накида, листики. И опять столбики с накидом будут столбики без накида, листики. То есть раппорт узорчика 3 ряда. Но конкретно нашего узора, да, будет 6 рядов. Вертикальный раппорт. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И опять повторение с первого ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поняли? Все, мы с вами уже провязали полностью вертикальный раппорт узорчика. Давайте увеличим размер нашего образца, да, кто сколько провяжет. И посмотрим, что в итоге получится. Ну, что уже видно, что интересно, оригинально. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Итак, смотрите, вот я провязала уже несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Как вам? Красота, красота. Узор у нас двусторонний. Выбирайте любую сторону, какая вам больше всего понравится. Такая у вас будет лицевая. Из моей пряжи вот так вот узор тянется. Ну, в принципе, хорошо он тянется. И вот так вот тянется. Что у меня за пряжа? Сейчас расскажу, покажу. Итак, смотрите, называется она Alize Angora Gold Simli. Так, новички, кто еще не вязал, смотрите. Моточки по 100 грамм, в 100 граммах 500 метров. Это 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлическая ниточка. Видно блеск, да? Это металлической ниточки. Здесь нам советуют производители брать крючок от 2 до 4. Ну, в зависимости от вашей плотности вязания и от узора. У меня 3. И цвет, если кому-то понравился, называется 452. Мне кажется, что, может быть, чуть-чуть на полтона темнее выглядит, чем есть на самом деле. Ну, а может быть, даже такой же цвет. Вот такая красота. Не забывайте, что вы можете вязать из любой пряжи, не только такой, которую показываю я. Все узоры универсальные. Вяжите из разной пряжи. Один и тот же узор из разной пряжи совсем по-разному может выглядеть. Возможно, из вашей пряжи он будет более выигрышный. Поэтому пробуйте, экспериментируйте, вяжите. Давайте замерим сегодня мою красоту. Это моя рука, моя плотность вязания, моя пряжа, мой крючок.
Да, даже при одинаковых исходных данных у нас с вами могут быть разные цифры, но хотя бы приблизительно знать. Смотрите, у меня это получается вот 24 сантиметра. Так, это я аж 49 воздушных петелек набирала. И здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 рядочков. Давайте померяем вот так вот. 13 сантиметров. Видите? Ну, здесь получается точно так же должно быть. То есть, вот, видите, 13 сантиметров. Узор совсем несложный, запоминать толком ничего и не надо. Не запутайтесь. Самое главное в шахматном порядке. За счет того, что здесь столбики с двумя накидами, узорчик будет очень быстро расти. Так что берите себе в копилочку. Летние ниточки — это топики, маечки, тунички, парео, да. Это могут быть шарфы, палантины, это могут быть различные жилетки, а также кофты. Не забывайте, что узор смотрится вот таким вот образом, да, когда он располагается горизонтально, вы можете его сделать вертикально. Почему бы нет, да? И у вас будет вот такой интересный узор, удлиняющий силуэт. Так что пробуйте, экспериментируйте, вяжите. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты и вяжите с удовольствием. Не забывайте нажимать на кнопочку спонсорства. Заранее спасибо большое. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.